Всех с Новым годом, пацаны! Вступаем в 2026 с новым четвергом в рамках eFootball 2026. И несмотря на то, что оперативного обновления как такового и не было, потому что Konami точно так же, как и мы с вами, находятся на новогодних праздниках, все-таки какой-никакой контент они добавить успели. Поэтому предлагаю вам всем оторвать ваши лица от праздничного стола и быстренько пробежаться по тому, что успело появиться в игре, а в частности, долгожданный новогодний набор на 250 футболистов, молодой Месси, халявные шоу-таймы и повторение игроков из команды недели. Ну и заранее хочу извиниться, ибо перед Новым годом успел заболеть и, соответственно, голос у меня тоже с хрипотцой. Ребята, у меня для вас реально новогодняя новость. Сейчас на PlayRock идет огромный розыгрыш. Уникальный игровой компьютер-елка. Еще 4 мощных ПК в спецдизайне. Макбуки, айфоны, PlayStation 5, Xbox и еще куча призов. Траты в декабре неизбежны, подарки, игры, пропуск, классика. Так трать средства с выгодой. Каждая покупка от 500 рублей на PlayRock превращается в билет в новогодний розыгрыш. Покупай то, что планировал, и параллельно получай шансы на серьезные призы. И чтобы было максимально выгодно, на PlayRock сейчас идет отдельная новогодняя акция. Сотни скидок и самые привлекательные цены на товары. А тут есть буквально все, что нужно геймеру. Также на PlayRock можно пополнить свой аккаунт Steam, и с моим промокодом вы сможете это сделать с нулевой комиссией. Хочешь закупиться игровыми товарами или пополнить Steam без комиссии? Делай это по ссылке в описании и используй мой промокод. И помни, в декабре тебе не избежать трат для себя или друзей. Так лучше покупать там, где за это дают шансы на реально крутые подарки. Начнем с чего-то более приятного и, так сказать, более доступного для большинства игроков, а именно с подарочных шоу-таймов. Та самая тройка, которую, по сути, и выбрали игроки. Кевин Де Брюйне, Маркус Решфорд и Дин Хёйсон. Вне зависимости от того, донатер вы, фри-ту-плейщик, каждый из игроков получил свой селективный контракт на этот праздничный пак. Но учтите, что он доступен всего лишь пару дней, а именно с 1 по 4 января. Поэтому в какой бы ситуации вы ни оказались, найдите время и заберите кого-нибудь из этой тройки. Особо делать для этого ничего не нужно, просто зашли в игру, получили селективный контракт и на этот селективный контракт выбрали одного из 3 футболистов. А подробнее про эту тройку, их цифры и их скиллы мы рассуждали в ролике на 2 канале, подсказка на который выскочила в правом верхнем углу. Но шоу-таймовский пак стал доступен сегодня, тогда как еще вчера, до наступления нового 2026 года, по аналогии с прошлым годом, Konami добавили Big Time-эпический пак во главе с бигтаймовским Месси. В принципе, про этот пак, его цифры и их представителей мы также рассуждали в рамках отдельного ролика, только уже на основном канале. Это буквально предыдущий ролик. Если кому интересно, то подсказка также выскочила в правом верхнем углу. Но что мне показалось интересным, из всего пака, а в нем 7 эпических игроков, даже 6 эпиков и 1 Big Time, и из всего этого числа мы по сути получили только 3 новые модельки. Это молодая моделька Лионеля Месси, это постриженная версия Эрика Кантона и еще один новичок в рамках eFootball Джон Аши. Кстати, отпишите в комментариях под этим роликом, стали ли вы крутить этот пак по итогу, потому что, несмотря на все эти возмущения о том, что вот, Konami добавили очередного Месси, да сколько можно, хочется разнообразия, по итогу 31 числа я видел много скриншотов, много мнений, да и в целом успел убедиться, что этот пак крутило не меньше людей, чем крутило пак с Бейлом в прошлом году. Поэтому, если вы из их числа, то обязательно делитесь своим уловом в комментариях под этим роликом. Ну и помимо шоу-таймов, для фри-ту-плейщиков добавили пак, на который бы они в теории могли бы потратиться. Это сборка лучших игроков из команды недели, которые фигурировали в соответствующих паках за последние полгода. На самом деле я не очень люблю подобные паки, потому что это та еще обдираловка, учитывая, что интересующие игроки находятся вот в первой части пака, у нас также присутствует и 2 и 3 часть, которые заканчиваются игроками с рейтингами 92, 93 и так далее. И в целом игроков в паке 33 штуки. Поэтому если вам понадобится кто-то прям конкретный из этого пака,
то, скорее всего, придется даже, так сказать, немного потратиться. Но даже так, для фри-то-плейных аккаунтов здесь есть интересные варианты, наподобие Давида Рая, который при своем невысоком росте, в принципе, геймплейно ощущается приятно, а когда у этой конкретной карточки работает буст, он выглядит даже еще лучше, чем обычно. Это, конечно же, очередная версия Килиана Мбаппе, он не имеет буста, поэтому его рейтинг никак не зависит от физической формы. А вот уже пример обратный, это Гираси, он представлен с бустом и, в принципе, выглядит более-менее сбалансированно. Высокая моделька, неплохое взаимодействие с мячом, устойчивость, прыгучесть и даже имеются чуть-чуть пасы. Это также Арда Гюлер в качестве креативного плеймейкера с рейтингом 101, ну и, конечно же, Ламин Ямаль ровно с таким же рейтингом. Также обратите внимание, что в рамках кампании стали доступны новые ячейки, так сказать, предпоследняя группа ячеек до окончания кампании, поэтому продолжайте играть в матчи, продолжайте забирать крутки и пытаться выкручивать эпических футболистов, чтобы по итогу забрать свой селективный контракт. Ну а полноценное оперативное обновление команды недели, рейтингов и, возможно, иной контент мы увидим уже через неделю. Как-никак, вроде бы фаза заканчивается именно 8 января, а именно через неделю.